Всем привет! Меня зовут Антон. Добро пожаловать в мой новый проект FIBA Trading. Я начал свой путь в трейдинге в далеком 2016 году. С тех пор много воды утекло. Последние несколько лет я создаю ботов на основе своего торгового опыта. Долгое время я был зажат рамками других проектов. Они не давали моему потенциалу раскрыться в полной мере, а мне требовалось пространство для реализации своих идей. И я нашел платформу, которая позволяет мне создавать свои алгоритмы и делиться ими. Эта платформа называется TS Lab. Она существует с 2010 года и имеет открытый исходный код. Уже сегодня с ее помощью вы можете торговать на нескольких криптобиржах и даже фондовом рынке. Первым моим ботом был HFT бот или Squeeze бот. Но как и многие из вас, я мечтал создать алгоритм, торгующий по FIBA, автоматически, самостоятельно. Конечно же, после создания автофиба бота был долгий процесс его обкатки и доработки. Потребовалось больше года, чтобы получить ту версию, которая сейчас перед вами. Ну а теперь давайте поговорим о настройках самого скрипта, какой принцип его работы и какие возможности у него есть. Для примера возьмем пару SHIBA USDT. Все понимают, что автофибобот работает по сетке Fibonacci. У данного скрипта есть возможность торговать все уровни FIBA. 0 и 1 сетки он определяет согласно параметру минимальный размер сетки. Как только расстояние между нулем и единицей достигнет заданного размера, он выставит лимитки. Этот параметр задается в поле минимальный размер сетки на контрольной панели. Бот обрабатывает последовательно 4 группы заявок, на каждую из них выделяется депозит. Первая, вторая, третья и четвертая группа заявок. Бот торгует по стандартной пропорции 20, 30, 50, либо по любой другой заданной вами. К примеру 30, 30, 40. Для того, чтобы торговать в 4 ведра, необходимо изменить пропорцию. Например, 10, 20, 30. И остаток 40% он распределит на четвертое ведро. Вы можете увидеть, что к первой группе относятся уровни 786, 702 и 618, ко второй 702, 618 и 0,5. Они начнут работать только после отработки первой группы, третья группа заявок 0,6, 0,5, 0,3 и четвертая 0,5, 0,3 и 0,2. На каждую группу заявок выделяется свой депозит, он может быть одинаковым или разным. В поле депозит на первую группу мы выделяем 5000, на вторую 7, на третью группу 10 и на четвертую 5000. Важно понимать, что деньги следующей группы не заморожены, пока не отработала предыдущая группа заявок. Давайте теперь рассмотрим блок «Дополнительные настройки». Большая красная кнопка позволяет продать все открытые позиции в рынок. Стартовая свеча – это свеча, от которой бот начнет отсчитывать 0. По умолчанию это самая нижняя точка на графике, ее можно задать самостоятельно, указав номер необходимой свечи. Для этого нам нужно навести на свечу, посмотреть номер и указать его в поле «Стартовая свеча». Как мы видим, бот переместил 0 на эту свечу. Дальше у нас идет отклонение покупки и продажи. В автофибе оно адаптивное. Это означает, что указанный в этом поле процент высчитывается от расстояния между уровнями. Если расстояние между уровнями 10%, а отклонение покупки 20%, то наша лимитка выставится выше на 2%. Аналогично и с отклонением продажи. Это сделано для того, чтобы отклонение всегда было пропорционально размеру сетки. Если указать отклонение покупки 1%, то лимитка выставится выше на 0,1%. Это важно для автоматической работы. Вы сами это поймете, когда начнете торговать. Минимальный размер сетки мы уже рассмотрели. Максимальный размер сетки – это параметр, по достижению которого сетка сбросит свои значения 0 и единицу и начнет искать новые. Также сброс нуля можно задать заранее от определенного уровня в поле «Сброс нуля FIBA». Например, перерисовывать сетку после отработки 618 уровня или 702, если у вас рост без глубоких коррекций. Все зависит от вашей торговой стратегии.
Если указать сброс после достижения ценой 236 уровня, а цена пойдет на перехай раньше, от 0.5, например, то 0 не перерисуется, и бот будет торговать условно глобалку. Следующее поле триггер старта позволяет не морозить наш депозит до достижения указанного значения. Чтобы бот успевал выставлять заявки, ставьте не менее 10%. Окно «Минимальный объем за 24 часа» ограничивает торговлю бота в зависимости от объема монеты за сутки. То есть лимитки активируются только если в монете будет больше, чем, например, 50 миллионов. Следующее поле – период минимального объема. Период минимального объема считается в барах согласно таймфрейму, на котором вы торгуете. У нас бот запущен на 5-минутном графике. В сутках 288 5-минутных баров. Для удобства в подсказке указаны значения для разных таймфреймов. Если для торговли вы будете менять ТФ, то нужно будет изменить количество баров. Минимальный ордер – это настройка, которая контролирует остаток позиций на покупку или продажу, чтобы не остался ордер меньше допустимой для торговли суммы. Для спотового рынка это $11. Часто бывает, что до уровня не доливает 20-30% и происходит отработка. Покупать с такого маленького перелоя является зачастую непрофитно, поэтому у нас реализован контроль недолива. Контроль недолива также считается с помощью адаптивного процента, то есть относительно расстояния между уровнями. На графике он отображается в виде серой линии. Чтобы включить контроль недолива, нужно поставить галочку и указать процент. Рассмотрим эту ситуацию. Нам не долило до 0.5 уровня и произошла отработка. Без контроля недолива нас бы купило на перелой и налило 2 ведра. С контролем недолива покупка не произойдет. В этом примере, конечно, у нас уровень 0.3 и мы от него уже не покупаем, но в другой ситуации это нас очень сильно страхует. Также у нас есть галочка «Не торговать в диапазоне». Если она активна, то бот будет торговать только с перехая. Здесь у нас есть сделки. Если мы включаем настройку, то этих сделок не будет. Поле трейлинг. Ну что сказать, каждый трейдер мечтает затащить часть позы на перехай, поэтому у нас реализован трейлинг. В этом поле нужно указать количество процентов позиции, которое закроется под уровнем, например 80, а остаток 20% начнет трейлиться со стопом, допустим 4%, который мы указываем в поле стоп трейлинга. Давайте приблизим эту часть графика и посмотрим, как отработал наш трейлинг. Ну, не перехай, но прилично затащил. Ну и конечно же в автоматической стратегии есть возможность установить глобальный стоп-лосс. Давайте поменяем таймфрейм на 1 минуту, чтобы видеть график более подробно. По умолчанию стоп у сетки стоит на нуле. То есть если цена сольется в 0 по фибе, то нас там отстопает. Стоп устанавливается не в процентах, а за определенным уровнем и выставляется для каждой группы отдельно. Найти его можно в поле Global Stop Loss. Давайте попробуем выставить стоп-лосс для первой группы заявок на уровне 618. Для этого в поле стоп-лосс для первой группы заявок указываем 0,618. Вот видим, что нам налило 3 ведра и отстопало нас на 618 уровне. Также можно поставить стоп на середине уровня, что в данной ситуации было бы более разумно. Серединный уровень у нас это 559. Выбираем 0,559. Красной линией отобразился стоп-лосс. До него не дошло. Нас затейкало в профит. Еще в нашем арсенале есть очень удобная настройка. Перевод позиции в безубыток. Она исчисляется в барах. То есть через какое количество баров переводить позицию в БУ. Например, через 30 минут или через сутки. Опять же, все зависит от вашей торговой стратегии. Сколько вы готовы ждать отработки. Также в БУ можно указать отклонение. Например, 0,1% на комиссию. Или какой-то минимальный профит в 0,5 или 1%. Давайте выставим перевод в БУ через 30 минутных баров. Как видим, после покупки до тейков не дошло, второе ведро не долило, позиция была переведена в БУ. Важный момент.
Все настройки в контрольной панели можно менять как угодно, но сумму депозита вносить последней, так как после этого на биржу через 0,3 секунды выставятся лимитки согласно заданным параметрам. По умолчанию значение депозита установлено 0. Запас средств, он же процент остатка, нужно указывать не менее 5%. Это необходимо для автоматической работы бота и расчетов, которые он совершает. При помощи настроек в нижней части контрольной панели, которая отмечена красным цветом, можно менять уровни FIBA. Мы привыкли видеть только основные, но их гораздо больше. Давайте смотреть дальше. Автофиб состоит из двух частей. Торговля, в которой мы торгуем и запускаем ботов, и оптимизация, в которой мы бэктестим и улучшаем стратегии. Собственно, в чем суть процесса? Чтобы запустить автофиб в работу, нам нужно внести все параметры на контрольной панели. Но здесь возникает вопрос, а где их взять? Мы, конечно, можем их указать на свое усмотрение, так сказать, на глаз. Но у нас есть возможность провести оптимизацию. Это значит, что мы можем просчитать каждый параметр на истории и увидеть, как его изменение повлияло на профит. Например, мы хотим выяснить, какой минимальный размер сетки указать боту. Для этого напротив имени блока «Минимальный размер сетки» нам нужно поставить галочку и ввести минимальное, максимальное значение и шаг. Например, от 20 до 70 с шагом 1. Это будет значить, что в результате мы получим профит по каждой сетке от 20 до 70. Все мы сталкивались с тем, что часто не доливает до уровня или не доходит до тейка. И нам нужно понять, какое отклонение покупки и продажи указать боту. Для этого мы выбираем галочками отклонения покупки, продажи, выставляем минимальное значение, максимальное и шаг. Нажимаем на кнопку максимум и значок play. Нас перекинуло в окно результаты, где отображается процесс. На вкладке мы можем увидеть проценты. Так, 100%, все готово. Смотрим, что у нас получилось. 46,5% это показатель профитности за период. Что еще нас здесь интересует? Максимальная просадка 9%. Количество сделок 169. Так, выиграно сделок 73,96%. Это количество, сколько сделок закрылось в профит. Нас больше всего интересует поле максимальная просадка. При профите в 46% максимальная просадка 9%, а при профите 42% максимальная просадка 5%, что, конечно же, лучше. Я стараюсь не брать в работу монеты, у которых просадка больше 10%. 5 выглядит довольно-таки привлекательно. Поэтому я бы выбрал не 46, а 42%. При этом отклонение покупки 10%, а отклонение продажи 13%. И размер сетки 32%. Вот мы и нашли параметры для запуска автофиба в работу. Выбираем подходящую нам по профиту строку и кликаем по ней 2 раза. На графике отобразятся у нас все сделки с этими настройками. При желании вы можете приблизить график и более подробно рассмотреть сделки. Теперь давайте запустим бота с этими настройками. Переходим во вкладку «Торговля», нажимаем «Добавить агент», выбираем «Script Trade», монету, которую мы оптимизировали, задаем торговое имя, включаем бота, нажимаем на экранчик и перемещаем в центр. На контрольной панели вводим минимальный размер сетки 32%, отклонение покупки 13%,
и отклонение продажи 10. Мы хотим торговать все группы заявок, начиная от 786 уровня. Выделяем депозит на каждую группу 1000 долларов. Как только сетка достигнет 32%, бот выставит лимитки на биржу с заданным отклонением. До этого момента он в режиме мониторинга и не морозит депозит. Если на контрольной панели мы установим еще и триггер старта, то бот не выставит лимитки, пока цена не достигнет триггера. На высокой волатильности лучше всего работать без триггера, но вы и сами это понимаете. Чтобы его отключить, поставьте в этом поле 100% или больше. Давайте теперь пойдем от обратного. Мы хотим внести свои значения, чтобы скрипт просчитал профитность. Для этого нам не нужен перебор, и мы будем вносить свои параметры в поле значений. Одна из пар, которую мне нравится торговать, FTM USDT. Переходим в свойства скрипта и выбираем его. Для этого переходим во вкладку «Источники» и выбираем монету FTM USDT. У нас происходит загрузка графика. Нам нужно дождаться окончания. После окончания загрузки применяем фильтр. Я хочу запустить на ней бота, и по опыту я прикидываю, что я не катал бы на ней сетку менее 40%. Вношу минимальный размер сетки 40%. Отклонение покупки я бы ставил 10, отклонение продажи, ну пусть тоже будет 10. Я бы потейкал под уровнем 80%. А на остаток 20 установил бы трейлинг стоп 2%, потому что не хочу отдавать от профитов больше. Размышляем дальше. Я установлю трейлинг только на первую группу заявок, так как когда монета пампится, не бывает глубоких коррекций, и у меня есть шанс затащить эти 20% на перехай. Поэтому вносим значение только в параметр с цифрой 1. Также я подумаю, сколько я готов ждать отработки и по истечению какого времени я бы хотел перевести свою позицию в безубыток. Ну пусть это будет 6 часов или 360 минутных баров. Вводим значение 360. Для просчета готовой стратегии нажимаем на кнопку «Выполнить» в верхней части экрана. Чтобы посмотреть, какие результаты мы получили с такими параметрами, переходим во вкладку «Результаты». Мы видим, что за весь период чистый профит составил 27%, а доходность в месяц 2%. Также мы можем посмотреть количество убыточных сделок, просадки, различные коэффициенты и среднюю прибыль. Ну что сказать, Ванга из меня не очень. Давайте посмотрим другую монету. Например, Шибу. Думаю, без трейда она никого не оставила. Заходим в свойства, источники. Выбираем монету Shiba USDT. Нажимаем ОК. Так, у нас загрузился график. Посмотрим, если бы мы катали, например, сетку от 50%, отклонение недолива 20%, отклонение покупки 15%. Нажимаем на выполнить. Так. Вот с такими параметрами мы бы заработали 32% за период. Маловато. Но у нас есть оптимизация. Сейчас попробуем это исправить. Заходим во вкладку «Оптимизация». Мы будем оптимизировать
минимальный размер сетки от 20 до 70% с шагом 5, отклонение контроля недолива от 20 до 40%, отклонение покупки от 10 до 20 и отклонение продажи. Нажимаем внизу максимум и play. Дожидаемся результатов. Комбинаций может быть очень много, буквально миллионы. Скорость вычисления зависит от мощности вашего компьютера. Оптимизация закончена. Смотрим. Наши 32% превратились в 74%. Дальше давайте запустим бота на Shiba USDT в работу. Для этого переходим в результаты. Смотрим параметры, которые нам нужно запомнить. Минимальный размер сетки 20, отклонение покупки 10, продажи 15 и недолива 25. Запоминаем, идем во вкладку торговля. Нажимаем добавить агент. Выбираем скрипт Trade. Монету Shiba USDT. Задаем ей торговое имя. Нажимаем ОК. Запускаем. Нажимаем экранчик. Перетаскиваем в центр. Теперь заполняем минимальный размер сетки 20. Отклонение покупки 10. Продажи 15. Контроль недолива 25%. Все, теперь можем выделять депозит. Указываем депозит. И как только сетка достигнет минимальных 20%, бот выставит лимитки. Давайте вернемся во вкладку «Оптимизация». У оптимизации есть еще одна фишка. Это генетический метод перебора. По заданным параметрам у нас получается вот такое количество переборов. Если мы меняем шаг перебора с 5 на 1, то результатов станет гораздо больше. Чтобы получить всевозможные результаты, нам нужно использовать метод перебора Brute Force. Но он занимает очень много времени и зависит напрямую от вычислительной мощности вашего компьютера. Если выбрать генетический метод, то временные затраты очень сильно сократятся. Но при этом пострадает точность, так как принцип его работы состоит в выборе определенных участков для анализа и сравнении их между собой. Все эти участки являются так называемой популяцией результатов, а каждый отдельный результат сравнивается по параметру Recovery Factor. При выборе лучшего результата можно указать шанс мутации и силу мутации гена. Подробнее о данном методе вы можете почитать в документации TS Lab. Выбираем генетический метод, нажимаем максимум и запускаем. Я бы посоветовал проводить такой метод оптимизации 2-3 раза и выбирать лучшие параметры среди них. Это будет все равно намного быстрее, чем перебор брутфорсом, но точность результатов повысится. Так, оптимизация закончилась. Получилось почти 66%. Предыдущий результат был лучше, но он был получен методом перебора. Оптимизация — это отдельная наука в алготрейдинге. Есть разные методы, разные подходы и неограниченное количество возможностей. Если вы досмотрели это видео до конца, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Если у вас остались вопросы, то вы можете задать их в комментариях под этим видео.